Элли, у меня к тебе есть важный разговор. И какой же? Ты же знаешь, что я буду наследником? Конечно, знаю. Все это знают. И ты же знаешь, что мне как наследнику нужно жениться? Да. И? И как ты думаешь, кто будет моей женой? Ну, наверное, тебе родители выберут жену. Почему же? Я и сам могу выбирать. И кого же ты выберешь? Ха, издеваешься, да? Я хочу выбрать тебя, а ты меня выберешь? Мне надо подумать. Уверена? Друзья, всем привет-привет! Начинаем эту неделю на релаксе, на чиле, на расслабоне. Монику я уже отправила на работу, у нее там сразу дискомфорт от безответственности, поэтому я ей поставила вот обычно нормально работать. И давайте по порядочку со всеми разбираться. Алекс у нас идет следующим на работу. Ой, нет, не Алекс, Хиана. Хиана идет следующая, она работает с 8 утра. За выходные я всем, что могла, прокачала. И, кстати, про Хиану я тут кое-что опять упустила. Но для этого, как обычно, откроем календарь. У нас сегодня, с воскресенья на понедельник, взрослеет Рэй. Поэтому праздновать будем сегодня, и я сегодня буду избавляться с ним от безответственности, как вы меня учили. Буду пробовать. Так, праздник надо удалить, а с субботы на воскресенье у нас еще повзрослеет Давидик. Он у нас станет молодым, и я надеюсь, мы успеем к этому времени закрыть подростковую карьеру. А вот что я упустила. У меня у Хианы, оказывается, с воскресенья на понедельник будет день рождения, и она станет пожилой. Представляете, Хиана станет пожилой. При этом у Хианы, вот, я ей не докачала ЗОЖ, а нам это очень нужно, и поэтому у нее завтра будет выходной, и за ее выходные нужно обязательно прокачать ей ЗОЖ. Так, Хиана у меня идет за шахматы, а с Алексом я сейчас открою редактор персонажа, или мне не надо было его открывать, я вот не знаю, как правильно делать. Ну, в общем, вы мне в прошлый раз подсказали, что, оказывается, я неправильно сделала, что пропустила жизненную цель «Подлый партнер». Я думала, это жизненные цели стрел Купидона, а у меня этого допа еще нет, а она, оказывается, из базы. Поэтому я хочу вот ее сейчас найти и поменять, потому что это все-таки первым выпало у Алекса, и правильно будет, если именно эта жизненная цель у него будет. Так, нашли. Обожают рушить романтические отношения, включая свои собственные. И так, что у него в целях? Хочет быть пойманным на измене, стать бывшим и разрушать пары. Но ничего не знаю, я ничего не видела. И вы тоже, все, ничего не было. А Хиане уже пора идти на работу. Так, Хиана у нас уже работает, и, как вы меня учили, я все выходные, когда что-то ломалось, я отправляла это чинить Рэя.
Мы с ним немножко смогли снизить вот этот вот показатель ответственности. И сейчас я еще всех буду здесь намывать. Может быть, еще кто-то что-то сломает, поэтому мы с ним тоже это починим. А у Моники очередная карточка. И вот одна раковина у нас сломалась. Сейчас мы ее отремонтируем. Алекс, а ты в таком состоянии пошел на работу, да? Ну, ничего. На работе у тебя есть туалет, есть столовая, поэтому ничего страшного. Иди, там разберешься. А Джей у меня тут втихаря что-то готовит. Нужно это все выбросить. Давай скорее выбрасывать. Ты кушать хочешь? Ну, подожди, а у тебя еще столько сил и энергии. Надо немного подождать. Можешь, не знаю что, полежать, вот, подремать чуть-чуть. А Рэй, мало того, что все починил, он тут еще и все намыл, все намывает, и дополнительно я сейчас ему еще поставлю делать домашку. Надеюсь, все это поможет нам спастись от безответственности. Айдена мы сейчас тоже покормим и отправим его на йогу. Спорт ему теперь не нужен, потому что работать он же, скорее всего, не будет, да? Мы же не будем устраивать его на другую работу. Я думаю, все. Он все свое, что смог, он отработал, поэтому ему остается вот только прокачать ЗОЖ, чтобы в старости, знаете, он не стал маразматиком и помогал нашему семейству. И что? У нас остался Давидик. Я показывала у себя на канале в посте, что в прошлую субботу его повысили до 2 уровня, а в подростковых карьерах всего 3 уровня. Поэтому нам остался всего 1. И я надеюсь, что за эту неделю он эту карьеру закроет. И сейчас я вот тут всех покормлю и отправлю дальше качать навыки. Мои 2 спортсменки уже вернулись с работы. У Моники, представьте, у нее за день выпало сразу 2 карточки шанса. Ну, и я на них ответила, и оба раза было снижение продуктивности. Но даже с учетом этого она так хорошо продвинулась. Так, люди с зонтиками, мне ничего не видно, проходите. А Хиана, кстати, вот она не очень хорошо продвинулась. Ей нужен фитнес и обаяние. А завтра у нее выходной, поэтому завтра мы будем качать ей ЗОЖ. И нам важен ЗОЖ сейчас. Стойте, это же Джованни. Моника, иди скорее. Здесь идет Джованни. В шлепочках, под дождем. Моника, беги скорее. А у нас тут уже вернулся с работы Алекс. Давайте посмотрим, хорошо ли он потрудился. Так, ему нужно теперь проверять базу разведки, а в остальном у него все отлично. Мы потихонечку двигаемся. И смотрите, мои парни. Я не могу, они все-таки классные у нас получились. А девчонки тут уже выспались после работы, поэтому сейчас они покушают и пойдут на спорт. Джей и Давидик, кстати, уже улеглись спать. Они устали за понедельник. Так, а я пока спрячу вот тут остатки рыбки. И наконец-то дождались. Рэй взрослеет. Только у меня теперь вопрос. Время 23:12. А как я его на работу устрою сегодня? Так, мне нужно проверить правила. И я уже в генераторе, у меня тут все еще осталось от Моники и Давида. Я, как вы понимаете, комп, я его вообще не выключаю, и потому что, знаете, вот если вы посмотрите на дату, я серии сейчас снимаю немножко пораньше, чем они выходят, и я хочу попробовать побольше серий, чтобы вам было что смотреть на праздниках. Но из-за того, что на монтаж у меня уходит очень много времени, поэтому
Не факт, конечно, что я успею много всего сделать, но если что, знайте, что я старалась. Даже если серии не будет много, но я все равно старалась. И давайте выбираем жизненную цель для Рэя. Раз, два, три. Эко-новатор. Ну, я пока оставлю, я проверю, есть ли у меня такая или нет. Я с такой никогда не играла. Если что, выберу другую. И теперь карьера. Карьера для Рэя. Так, подождите, я загадаю, что я хочу. Я хочу организатор благотворительного фонда, журналиста и ботаника. Так, первое место журналист, а второе организатор благотворительного фонда и третье ботаник. Раз, два, три. Консультант по романтическим отношениям. У меня этого допа нет, поэтому я переброшу эту карьеру, хорошо? Так, раз, два, три. Бизнесмен. А я что-то не пойму, а где у меня специализация? Ой, менеджер, бизнесмен-менеджер получается, да? Что-то у меня тут пошло не так. Хорошо, давайте проверять эту карьеру. А для карьеры бизнесмена нужен аттестат, поэтому Рэй на нее устроиться не может. Возвращаемся в генератор. Раз, два, три. Синфлюенсер. Это мы проверяли в прошлый раз. Вот здесь написано, что эта карьера закрыта интернет-знаменитостью. Поэтому идем опять в генератор. Так, еще раз. Раз, два, три. Ха-ха-ха, напророчила, опять напророчила. Садовод-ботаник, Рэй у нас будет садоводом-ботаником. Так, а я забыла, кстати, выбрать черту характера. И он у нас добрый, растяпа. Так, добрый растяпа. Ну, что ему еще? Ему еще нужно, знаете, что-нибудь типа чудаковатого ученого, и тогда у него вообще все будет в тему. Ну что, смотрим. Тяга к корням. Стремятся быть частью своего сообщества и любят тамарангскую культуру. Им необходимы прочные связи с родными и близкими. Кроме того, им важны занятия, напоминающие о доме. Ну, окей. Вот такой у нас получился домашний парень. Плюс он у нас еще экотехнолог. И я надеюсь, это у меня есть. Так, наверное, где-то в знаниях это должно быть, да? Нет, не в знаниях. Давно я уже не играла для себя. Вот он, не экотехнолог, эконоватор. Этот персонаж хочет создать лучшее экологичное сообщество. Экологичное! Слушайте, а он у нас ботаник и экологичное сообщество. Прям все у Реймонда все срослось. Единственное, я только переживаю из-за времени, что я могу не успеть устроиться на эту работу, но давайте попробуем. Кстати, безответственность-то я пропустила, не посмотрела. Мне удалось от нее избавиться или нет? Нет, у него есть безответственность. Починка и мытье раковин не помогли. А унитазы что-то не ломались. Ой-ой-ой, ну ладно, давайте, работа. Нам срочно нужно устроиться на работу. Так, где он у нас? Ты готов? И давай, скорее звони. Уже 23:15. Звони. Я проверила, в правилах ничего не сказано, что нельзя звонить из дома. Но раньше, когда у меня не было ветряка, мне кажется, мои персонажи выходили на улицу, потому что у нас у дома это свойство, как это свойство называется, безудобс которое. Вот. А потом, когда мы поставили ветряк, мои стали звонить из дома. Надеюсь, я этим ничего не нарушаю. И мы устраиваем Рэя садоводом-ботаником. И мне нравится карьера. Так, выпало стартовое задание «Купить садовые семена». Сейчас, подождите, я проверю, могу ли я выполнить это задание. И я проверила, и получается, что
В целом, покупать семена через компьютер я могла бы, потому что у нас есть комп, а это рабочее задание, мы его можем выполнять на компьютере, но я не могу это сделать сейчас, потому что мне разрешено это делать только по воскресеньям. А сегодня понедельник, поэтому нам нужно отказаться от этого стартового задания. И я, кстати, даже не посмотрела от счастья, доступен ли нам ботаник, поэтому я вот сейчас тоже проверила. И да, эта карьера нам доступна, поэтому завтра будем знакомиться с новой карьерой Рэя. А на сегодня тогда все. Расходимся спать и еще раз поздравляем Рэя с днем рождения. Новое утро, Моника опять уже убежала на работу, я за ней не успеваю. Знаете, в 5 утра поступает звонок, что Монике надо на работу через час. И я такая, что, уже? И быстрее ее мыть, знаете, за шахматы, а ей уже пора бежать на работу. Следующий по графику идет Хиана. Хиану вот надо бы, наверное, тоже помыть. Сейчас мы ее тогда разбудим и помоем. Вот сейчас я только за Джеем прослежу и отправлю Хиану мыться. С Давидиком мы сейчас покушаем рыбку и так... Нет, не так. Сначала мы не пойдем в школу, затем он мне поможет оплатить счета, и после этого отправлю его уже поиграть. Хиана, тебе на работу не надо? 8 часов же уже. У нее же выходной, точно. Она же йогу должна качать. Все, я поняла. Теперь я все поняла. Списываю деньги тогда в фонд города. Сейчас я быстренько, знаете, чтобы не забыть. Так, ага, списала называется. Так, секундочку. Вот, все, деньги мы перевели, миссию по этому пункту выполнили. И гляньте, кто у меня бежит за луком. Сейчас будем проверять, что у Рэя прокачается для работы. Так, давай, собрать урожай. Давай, Рэй. Отлично, у него выполнилось ежедневное задание. И появился уровень садоводства. Так, а где он? 3% всего. Да, долго нам придется его прокачивать. И после лука мы еще соберем мои любимые груши. Ну, это шутка для тех, кто смотрел первое поколение. И пойдем домой. Нет, ты куда? Ой, блин, я не успела. Я лук успела выложить, а груша не успела. У меня очередной пенальти. И теперь будем пробовать сажать лук дома. Я, если честно, думала, что я смогу для Рэя, знаете, поставить много грядок. Я купила целых 6 штук, но прочитала правила, и до закрытия карьеры ботаника я могу использовать только одну грядку. Поэтому не знаю, справимся ли мы с этой карьерой и как долго нам придется прокачивать этот навык садоводства. Моника уже вернулась домой. Пока мы там с луком развлекались, ее повысили. Она теперь рядовой 4 класса, и теперь ей нужно маршировать. А ты сейчас сможешь это сделать? Давай тогда не будем это откладывать, а то с утра я опять про тебя забуду. И пошла маршировать. Пофигу на людей, ей надо маршировать, она это делает. У меня целеустремленная девушка, знаете, ни на кого не обращает внимания. И что я хочу сказать? Мои тут все потихонечку расходятся. Кто спать? Айдна я вот отправила, пока он в хорошем состоянии, йогой позаниматься. Давидик сейчас покушает рыбку, и ему сегодня в 6 часов идти на работу. А я знаете, что забыла? Блин. Вот это вот уведомление, это ушел из жизни ваш персонаж из второго
я это называю завоз, не знаю, как правильно, второе поступление. А я хотела, знаете, я хотела вам в начале серии всех их показать, но у меня, кстати, вот в прошлое воскресенье тоже были такие уведомления про ваших других персонажей, и я не успела вам их показать. Я опоздала немножко, поэтому сейчас я отправлю Давидика на работу и покажу вам ваших персонажей, либо уже их наследников. А сейчас мы ждем возвращения Алекса, и смотрите, похоже, его повысят. Да, Алекса повысили. Он теперь главный детектив. Он, кстати, идет по стопам дедушки, и теперь ему нужно выполнять будет только дружелюбные действия. Отлично, отлично. Алекс у нас вернулся, а Давидик пошел на работу. Поэтому пойдемте, я вам покажу наш город. И прежде чем начать рассказывать про жителей, мне нужно вспомнить, кого я с кем сводила. Так, ну вот здесь живут мои, да, это видно. Напротив живут две инопланетяшки, но знаете, я их не трогаю и ни с кем не свожу. По правилам я могу тасовать жителей здесь вот в городе и в кассе делать им детей, но только в возрасте младенцев. Поэтому я периодически этим занималась. Но сейчас после закрытия Теодором карьеры Оракула я вообще могу делать тут с жителями все угодно. Могу подселять любых жителей из галереи и могу кассить им детей в любом возрасте. Так, следующий домик. Здесь мы знаем вот только жениха Моники, Джованни. Следом на нашей улице живет Эда. Это бывший возлюбленный Тео, кстати, кто помнит. А это вот девушка Алекса, Элия, которая была у нас вот в кат-сцене. Так, вот здесь у нас живут новенькие. Это вот как раз третий приезд. Я им выделила отдельный дом. А вот тут рядом живут вторые рекруты. Здесь как раз жила Тина, а это вот здесь остались, это все ее дети. Я тогда попозже покажу их поближе. Так, это я не знаю кто. А здесь вот живет дочка Боба. Боб — это первый завоз, и у нее ребенок уже есть. А ребенок знаете от кого? А ребенок от Эльдара, который приехал во втором завозе. В самом центре, кстати, вот здесь как раз располагается большой бункер, и в случае очередного апокалипсиса все жители смогут здесь спрятаться и спокойно несколько лет в нем смогут прожить. И здесь как раз живет дочка Джейдена. В этом доме какое-то корейское семейство живет, а вот тут, смотрите, тут живет Максин. Максин лучшая подруга Тео, и у нее уже тоже есть детишки. Я ей в кассе тоже сделала детей. А вот я нашла сына Драгона. Он даже похож на него, да? Сейчас тоже посмотрим их поближе. Этих вот я тоже не знаю. Вот, я нашла, открою поближе только ваших персонажей. Вот этот вот маленький ребенок, это ребенок Седрика. Седрик — это у нас второй состав. Во втором составе также была девушка Тина, и вот это вот все, это ее дети, уже взрослые. Девочка Персея, мальчик Жером. Кстати, какой красивый мальчик. А он мимо нас ни разу не проходил, представляете? Мне он очень нравится. Хотя нам уже некого на нем ему давать в жены, но мне нравится этот мальчик. И вот еще один, Норд, тоже очень красивый. Мне все нравятся, мне все дети очень нравятся. А вот уже дети от первого состава. Вот здесь, здесь узнаваемо, это сын Драгона, Нильсон, он уже у нас взрослый, и у него есть вот еще младший брат Ашер. Мне кажется, они все похожи на Драгона, все голубоглазые и темненькие получились. В первом составе, как я уже сказала раньше, к нам приезжал также Боб. Это вот его дочка, а это уже ее ребенок.
И этот ребенок от Ильдара, от парня из второго состава. Цвет волос малышу, кстати, достался от папы. А глаза мамина, да, Битси Белчер. Так, вроде все, вроде всех ваших персонажей я вам показала, как они поживают, где в нашем мире апокалипсиса. И пора возвращаться к нашему Рейли. Пока мы с вами гуляли по городу, Давидик уже вернулся с работы, и он хорошо, очень хорошо так продвинулся. Молодец, молодец, Давидик. И когда все семейство уже легло спать, Рэй тут занимается своими растенницами. Он их, знаете, он их сажает, поливает, вырывает, заново сажает, поливает, вырывает. И так по кругу 37%. У него 37%, но в целом, я думаю, за день это хорошо, да, поэтому он продолжит здесь сажать свой лук, а я заканчиваю вторник. Всем спокойной ночи. Наконец-то я сегодня с утра успела позаниматься Моникой перед работой. Она вот сейчас играет в шахматы, повышает свой досуг, а Джейден для нее жарит рыбку. А Рэй продолжает все те же самые действия. Посадить, полить, выбросить. Мне кажется, знаете, ему очень подходит эта карьера. У него даже одежда, мне кажется, вот именно для садовода. Еще раз повторюсь, пока игра идеально выбирает карьеры для моих персонажей. Мне кажется, все карьеры им очень подходят. Вот что мне нравится в Хиане, она ест любую рыбку, а нам нужно ей попрокачивать обаяние, поэтому Тео нам сейчас в помощь. Кстати, знаете, я тут посмотрела, и у пожилых персонажей, оказывается, возрастная стадия длится всего 12 дней, а мы с Тео уже вторую неделю живем, и я как-то не готова. Я не готова с ним попрощаться. Даже несмотря на то, что я жду 4-е поколение, для меня Тео тоже очень важен. Я не хочу, чтобы он от нас уходил так рано. И еще хочу сказать, что вот мы с вами все предыдущие серии обсуждаем, да, что хорошо бы было, чтобы Алекс поскорее закрыл алмазного агента, и хорошо было бы отселить Джейдена к дочке, но вы знаете, я к нему так привыкла, что я не могу. Я вот не могу представить, что я его куда-то отселю. Я не могу расстаться ни с Тео, ни с Джеем. Вот как их отселить чужую семью, если они всю жизнь прожили с нами, тем более уже на старости лет? Я вот этого не представляю. Но если, знаете, еще Джейден хотя бы может уехать к дочке, то вот Айден, ему вообще некуда уезжать. Вот куда я его отселю? Никуда, конечно же. Они все останутся со мной, все мои любименькие. Хиана у нас уже пошла на работу, а Рэй у нас должен тоже сейчас идти на работу, и сегодня его первый день. Какой у него костюмчик, прям его карьера. И сейчас я намою Алекса, он у нас последний, кто отправится сегодня на работу, ему идти к 10 часам. Он, кстати, очень хорошо продвигается, у него уже 5-й уровень, и получается, первую легкую половину пути мы прошли. И что, отправляем его в хорошем состоянии на работу? А что за крики? Что случилось? Так, давайте. Кто-то моет пол, и вот нужно выбросить вот это вот. А где плесень? А вот и плесень. Тео, иди. Это твоя обязанность плесень убирать. А Алексу я поставлю упорно работать. Ой, а у меня еще и Давидик же пойдет на работу. А я его как-то не подготовила. Пойдем скорее мыть руки. И отправляем Давида тоже на работу. И я почему-то думала, что Алекс должен прийти вот в 6, а он, оказывается, теперь работает до 7.
И вот он, вернулся наш Алекс. У него была плохая карточка шанса со снижением продуктивности, поэтому мы особо не поднялись, но он все равно очень хорошо идет, потому что все третье поколение у меня с чертой характера безответственность. А я только недавно установила каталог родителей, и то я его установила ради Айдена, чтобы у него был личный дневник, чтобы он тренировался в писательстве для журналиста. Но журналиста мы не закрыли, а у меня теперь вот такая вот подстава с безответственностью. Монику вот я намыла, накормила и отправила маршировать. И у меня все-таки остался вот этот вот вопрос. Страх разочаровать родителей. Он разве не подростковый? Почему он остался у взрослого персонажа? Мы правильно повзрослели с карточками. Как вы думаете, я могу его удалить? И вот уже вернулся Давидик. Он ушел недовольный. Но смотрите, мне кажется, завтра мы получим повышение в карьере продавца. Я, правда, еще даже не смотрела, что нам эта карьера открывает, но, представляете, Давидик отстреляется, и ему не нужно будет больше работать. Взрослую карьеру он уже закрывать по правилам не может, поэтому нужно будет найти ему невесту, и как только Алекс закроет карьеру алмазного агента, отправим Давидика жить в другой дом. Но, как я уже говорила, я вот к Джею Сайдену прикипела, а Давидик вообще мой любимчик. Я не смогу его никому отдать. Вот если еще Монику и Рея я как-то уже подготавливаю, знаете, я уже подготавливаю, что я их отправлю в другую семью, а вот Давидика, я не знаю, мне кажется, я не смогу отправить в другую семью. Моника, привет. А мы такое не можем делать, ты чего? Ты что, мне еще одно пенальти принесла? Пойдем, я тебя помою в раковине. Спасибо, Давид, что показал Моника, а то Моника у нас там под ядовитым дождем намывалась. Время уже 2 часа ночи, я хочу попробовать докачать Рэю садоводство. Навряд ли, конечно, его повысят, но все равно я попробую. И потом все уже мои пойдут спать. Так, Алекс, что? Алекс у нас, кстати, вернулся с выгоранием. Еще 2 часика. Давай, еще чуть-чуть прям, постарайся. И давайте тогда на этом я закончу среду, чтобы успеть подготовить остальных к завтрашнему рабочему дню. Утро четверга, все как обычно. Джей на готовке, Хиана, смотри, вот здесь осталась тухлая рыбка. Можешь доесть ее, пожалуйста? У Хианы, кстати, сегодня выходной, и ей нужно будет попрокачивать обаяние с Тео. Поэтому она вот сейчас у нас покушает, приберется, помоется, и дальше все как всегда. Будем трудиться. Так, Джейден, тебе, конечно, спасибо, что ты приготовил свежую рыбку, но есть ты будешь вот эту вот не очень свежую. Давай, бери целую порцию. А первый кусочек свежей рыбки достанется Монике. Моника, кушай скорее, потому что ей сейчас на работу. И смотрите, какое у нее желание. Она хочет стать парой с Джованни. Поэтому мне нужно обязательно поймать Джованни. И что? Тебе уже скоро идти на работу, да? Я ей, кстати, не успела прокачать вот это вот марширование, поэтому задание мы не выполнили. Следующим на работу у нас идет Рэй. Сейчас мы его тоже помоем. У него работа 8 часов. Тоже мы не подготовлены, кстати. Поэтому сейчас что, в шахматы? В шахматы пойдет немножко поиграет, да, и если успеет, вздремнет на шезлонге чуть-чуть. И последний наш работник отправляется куда? В офис, наверное, да? А я сейчас тогда намою оставшихся, и мы пойдем смотреть соседей и прокачивать Хиане обаяние.
Вот, Хиана тут встретила сыночка Драгона, и на нем будем качать обаяние. У нее сейчас 6-й уровень, а всего для карьеры ей нужно 8. Поэтому оставляю ее здесь болтать. А пока одни работают, другие веселятся. У них все хорошо, проблем никаких нет. Монику повысили до почти сержант. Моника, мы тебя поздравляем. Она даже уверенная с работы пришла. Ей нужно что? Отправиться на пробежку. Поэтому давай лучше побежим сейчас, потому что потом она уснет, потом настанет ночь, и мы опять это задание не сделаем. Моника, возвращайся. Смотри, твой идет, твой Джованни идет. У нее сейчас здесь желание с ним просто поболтать, а было, я вам показывала, что она хочет стать с ним парой. Поэтому, Моника, беги скорее обратно. А у нас уже вернулся Рэй, и представляете, если бы мы с ним прокачали садоводство, то сегодня его бы повысили. Ну, ладно. Не, это сейчас мне опять будет пенальти. Мне пенальти. Так нечестно. Ну, это же не я их укладываю здесь спать. Блин. А у моих тут романтик. И если Моника сможет закрыть свою карьеру, то у нее вот есть вариант выехать и завести свою семью. Поэтому вот с Моникой я хочу, чтобы у них развивались отношения. И я потихоньку так готовлюсь, знаете, что Моника в конечном итоге переедет жить к Джованни. Я себя морально готовлю. А пока я тут кормлю Давидика тухлой рыбкой, ему к 6 на работу, и я рассчитываю, что сегодня он закроет карьеру продавца. А сейчас уже вернется Алекс. Он единственный, кто хорошо двигается по карьере, несмотря на безответственность и страхи. У него даже, смотрите, у него даже бодрость после работы остается. Алекс, ты молодец. Ты вообще достойный наследник 3-го поколения. Осталось мне еще Элию для тебя выловить. Что-то она не заходит больше к нам. Алекс вот ей сказал вначале, что хочет, чтобы она была его женой. И все. И больше она к нам не приходит. Надеюсь, она не сбежала. Не сбежала из этого города. И догадываетесь, почему я здесь стою? Мама с папой. Вот Хиана с Тео, они ждут Давидика. Я уже подсмотрела, и его должны сейчас повысить. И да, все, Давид завершил карьеру. И я хочу, чтобы они вот его поздравили, обняли. Так, Хиана, подожди, не убегай. Иди тоже поздравляй, поздравляй сыночка. Он закрыл подростковую карьеру и принес какую-то пользу нашей семье. Еще не знаю, какую. Но давайте вначале все проверим. Так, где? Так, это первое повышение. Вот, вершина карьеры. Мы ее достигли. Поэтому мы тогда уволимся с этой работы. Давидик у нас будет взрослеть с субботы на воскресенье. И в субботу мы будем пробовать с ним избавиться от безответственности. А что вы остановились? Продолжайте хвалить Давидика. Я просто еще не знаю. Я не знаю, что нам открывает продавец, поэтому я сейчас вот их отправлю спать и пойду изучать эту карьеру. На этой радостной ноте заканчиваем четверг, а я пойду смотреть, что же нам открыла карьера продавца. И сделаю вот такое небольшое включение. У меня Тео почти всю ночь. Вот он как вернулся, Давид. С этого времени Тео общается с Алексом. У меня такое ощущение, что он
как бы это правильно сказать, передает свой опыт. Он говорит Алексу, что «Алекс, я уже пожилой, не за всем успеваю следить, поэтому теперь ты будешь ответственной за всю нашу семью. Я рядом с тобой, я тебя во всем помогу, поддержу, но теперь в этой семье ты главный». Пятница. В пятницу у меня только двое идут на работу. Первый вот идет Моника. Мы с ней покушали. Сейчас вот пойдем поиграем. Она тут вдруг стала счастливой от рыбки, поэтому я решила, что она лучше покачает обаяние. Одновременно она вот здесь с Джеем. Сейчас, знаете, и поиграет, и поболтает. А почему мы не идем на работу? А она теперь работает с 7. Ура! Вы не представляете, какое это счастье. Но видите, я ее уже подготовила к 6, но я так рада, что у нее теперь график с 7. Мне хоть не придется с ними так рано вставать. Давидик тут у меня сломал раковину, пока мылся, и я тогда как раз сейчас покажу, что я могу теперь делать. Оба! Вот, я заменила раковину. Но на самом деле, оказывается, это и раньше можно было делать. Но это можно было делать только по воскресеньям. Я про это просто не знала. А теперь, благодаря тому, что Давид закрыл карьеру продавца, я могу покупать предметы, строить дом, ремонтировать, заменять предметы. Я могу это делать в любой день недели. Раньше это можно было делать только по воскресеньям, а теперь можно делать в любой день. И еще один плюс от карьеры, что в будущем, если у нас кто-то устроится на работу, связанную с космосом, или художником, или барменом, то закрытие карьеры продавца разрешает нам в любой день покупать холсты, смешивать напитки и в любой день покупать улучшения для ракеты. Поэтому вот такой вот подарочек сделал нам Давидик, закрыв подростковую карьеру. Моника! Моника, я забыла. Моника, беги на работу. Скорее, нам нельзя опаздывать. Как в Южной Корее говорят, пали, скорее. И я помню, что Давидику нужно снять безответственность, хотя это уже нам особо не нужно, но я хочу попробовать. Я хочу попробовать для себя. Взрослеет он с субботы на воскресенье, поэтому всю пятницу вечер и в субботу он будет пробовать у меня все чинить, мыть посуду, делать домашку. И надеюсь, хоть с одним у меня это получится. А на сегодня, вообще-то на сегодня у меня по планам Рэй, ему нужно прокачать садоводство, поэтому для начала мы сейчас соберем все, что есть на улице. Тут у нас растет лук, шалфей, лимоны. Вот мы сейчас все соберем. Все, у нас печалька. У нас печалька. У нас Давидику не нравится ЗОЖ. Эх, ну что, делать нечего, принимаем. Что, все плохо у тебя, да? Ну, сейчас, подожди, прям секундочку, сейчас пойду с тобой помыться. Я тут жду Рэя, он собрал у меня весь урожай на улице, и теперь будем сажать лук дома. Вот когда мне, ребятам, искать невест? Если Рэю выдали только одну клумбу земли, но при этом заставляют работать на ней целый день. Хиана вернулась. И вы это видите? Ее повысили до знаменитой культурист. У нее 9 уровень. Но единственное, нам ей срочно нужно прокачать ЗОЖ, потому что на следующей неделе с воскресенья на понедельник, в понедельник получается, она повзрослеет. И у меня, кстати, есть вопрос про баскетбольное кольцо, которое откроет Хиана. У меня у дома низкие стены, и я не могу его никуда повесить. Поэтому я в посте выложу фоточку. Посмотрите, пожалуйста, могу я так сделать или нет.
А я пока немножко вот побуду на улице. Никто к нам не приходит, ни Элия, ни Джульетта, ни Джованни. И, кстати, из новеньких тоже еще вот вторую неделю никого не встретила. Поэтому попробую сейчас здесь кого-нибудь половить. Тут уже Моника вернулась. Ее, в отличие от Алекса, почему-то так быстро не повышают. На пробежку она не хочет. Она хочет спать на лавочке. Иди лучше в кроватку. Я и так уже пенальти заработала за эти 2 серии больше, чем за все 2 поколения. А я продолжу контролировать улицу. Какое счастье, какое счастье! Я никого не поймала, но Джованни сам идет к Монике. Ура! Ну, он, правда, идет к Рэю, но неважно. Главное, что Моника живет в этом же доме. Рэй, тут видите, Рэй общается с побегами, а Моника будет общаться с Джованни. И так как в комнате родители, вот брат Моники, поэтому опять у них флиртовать не получится. Но вот комплименты, намеки, это да, это они будут. А я поймала, смотрите, я поймала Джульетту. Рэй, беги скорее. А она, похоже, к нам шла, да? Видите? Она как будто вот заворачивает к нам. Так, что у них там по отношениям? Вот она, привереда, и молодая она стала. Она была подростком, поэтому вот теперь мы с ней тоже можем немного добавить романтики. Да, Рэй? Он сейчас расскажет ей анекдот, покажет фотографии лука, который он вырастил, скажет, представляешь, в будущем каждый житель сможет сам выращивать лук у себя дома. И не только лук. И не нужно будет так далеко бегать за ним. В общем, Рэй паразит. Он паразит Джульетту своим умом и тем, чего он хочет добиться в жизни. Время уже 22:54, поэтому давай, Рэй, будем прощаться с Джульеттой и пойдем спать. Пора уже потихоньку укладываться. И вот все мои уснули. На этом заканчиваем пятницу. Спокойной ночи. Я не готова. Я не готова так начинать субботу. Если честно, я плачу. Вы поняли, да, что сейчас произойдет? Я не планировала включать так рано камеру, но, ребят, я там всех поставила на коврик, поэтому давайте, все просыпаемся. Я не могу, я не готова выключить с паузы. Но что, с этим ничего не поделать, да? И мы прощаемся. Мы прощаемся с наследником второго поколения. Как же так? А почему так быстро? Мне кажется, вот знаете, Вивиан и Аарон, они так долго были с нами, они внуков воспитывали, а Тео прям очень быстро. Алекс плачет, Моника тоже плачет, и я плачу, все плачем. Тиана идет, это же ее муж, любимый муж. Я не знаю, что сказать, я помолчу, ладно? Shanisi, Tobal Blurna. Знаете, я даже не подготовила для Тео фото, вот, чтобы ее повесить над урной,
потому что я не ожидала. Я не ожидала, что второе поколение нас так быстро покинет. И я тут воспользовалась ситуацией из-за того, что они вот все грустные, я их смогла всех отправить на йогу. Надеюсь, это им поможет справиться с горем. Так, я все никак не отойду. Я вам хотела еще показать, что я тут поняла, что вы, наверное, уже обратили внимание, что у меня с утра стояла вот жареная рыбка на 8 порций. Но, так как мы закрыли... Так, а у нас рыбки нет, да? Сейчас, секундочку. В общем, так как Давид закрыл продавца, то если раньше мы могли готовить эту жареную рыбу вот на 8 порций только по воскресеньям, потому что там нужно добавлять 5 симолеонов, то теперь, получается, я могу готовить эту жареную рыбу в любой день, и у моих теперь всегда будет еда. Представляете, я когда читала про карьеру продавца, я такая подумала, ну ладно, ничего прям супер важного там такого нет. А сейчас, когда я осознала про рыбку, я прям готова расцеловать Давидика. Прям мне это очень-очень облегчит геймплей. И сейчас после вот ухода Тео в семье появилось место для невесты Алекса, но если честно, я так переживаю вот из-за Тео. Поэтому, ну вот, я не хочу и не могу вот в такой грустный момент делать там какую-то свадьбу, знаете, вот счастливые события. Что ты от меня отворачиваешься? Я про тебя рассказываю, между прочим. Вот, поэтому я подожду следующую неделю, я как раз за это время успокоюсь, у моих пройдет вот эта вот грусть, и на следующей неделе тогда Алекс сделает предложение Элли. И видите, Джованни пришел поддержать Монику, а на другой стороне я как раз увидела Эллию. Будем считать, что она ходила собирать лук и вот узнала о случившемся, и сейчас тоже зайдет поддержать Алекса. И в целом по разговору уже видно, да, что Алекс готов ее пригласить в семью, но сейчас просто неподходящее время. Главное, знаете, чтобы за вот это вот время, пока у нас проходит грусть, чтобы моих не утащили инопланетяне, а то они любят моих персонажей очень. И сейчас Алекс вот пообщается с Элей, и надеюсь, благодаря этой девочке ему станет немножечко полегче. У меня тут уже вернулись Хиана и Рэй. Хиану не повысили, а вот Рэя повысили до 2 ступени, но зато теперь ему нужен 3 уровень в навыке садоводства. Всех тяжелее, конечно, сейчас Хиане. Она столько времени вместе с Тео, они вот родили 4 детей, поэтому надеюсь, вот, что ее семья, ее дети помогут ей пережить это горе. Блин, а мне же надо Хиане йогу прокачивать. Нам нужно срочно ей прокачивать йогу. Я забыла. Она, как я говорила, взрослеет у нас в понедельник, и у нас остается вот сейчас суббота, ночь и все воскресенье, чтобы она успела прокачать ЗОЖ. Иначе мы потеряем карьеру культуриста. И на этом давайте тогда я буду заканчивать этот эпизод. Не забудьте посмотреть мой вопрос про баскетбольное кольцо. Это будет у меня в посте. А на этом я прощаюсь с вами. Пока-пока.